Всем привет! Сегодня сделаем вот такое лоу-поле изометрический домик в разрезе. Моделируем на планшете в приложении Nomad Sculpt. У меня iPad, но это приложение также работает и на планшетах с операционной системой Android. Давайте начнем. Добавим куб. В нижней строке включим Wireframe и Grid. Выключим Gizmo. Нажмем на нижнюю зеленую точку и переместим ее на нулевую высоту. Нажмем на верхнюю зеленую точку и передвинем вниз на 0,5, на половину клеточки. Сделаем заднюю стену. Нажимаем в нижней строке клон, и наша деталь скопировалась. Чтобы в нижнюю строчку добавить инструменты, нужно на вкладке «Интерфейс» нажать «Bindings» и выбрать необходимый инструмент. Включим Gizmo и передвинем копию вправо. Нажимаем на синюю стрелочку и поставим минус единица. Теперь копия у нас расположена вплотную к первой детали. Так как синяя стрелочка смотрит влево, а деталь нам нужно передвинуть вправо, то мы вводим параметр со знаком минус. Теперь оси передвинем в нижний левый угол. Нажимаем Pivot, сначала опустим их вниз, потом нажмем на синюю стрелочку и передвинем на 0,5. Выключим Pivot, повернем по X на 90 градусов. В топологии разрешения по оси X поставим единица, по Y и Z 0. Утвердим. Замаскируем верхний левый угол. Инвертируем маску. Включим Gizmo и нажмем на синюю стрелочку. Поставим на 0,5. Очистим маску. Замаскируем верхний правый угол и инвертируем маску. Включим Gizmo, нажмем на синюю стрелочку и поставим 0,25. Очистим маску. Сделаем боковые стены. Выберем пол, нажмем клон, включим Gizmo и копию передвинем на единицу. Теперь нажимаем Pivot, переместим оси в нижний левый угол. Выключим Pivot и повернем по оси Z на 90 градусов. Выключим Gizmo, нажмем на верхнюю розовую точку и поставим 0,75. Перейдем на вид сбоку, левую синюю точку переместим на нулевую отметку. Нажмем клон, включим Gizmo, передвинем влево. Так, передвинулась стена немного левее, чем необходимо. Давайте нажмем на зеленую точку и стрелочку и укажем минус 0,5. Выключим Gizmo, нажмем на верхнюю розовую точку и поставим 0,5. Сделаем крышу. Выберем заднюю стену, нажмем клон в нижней строке, перейдем в Solo, возьмем инструмент Hide и скроем угловой торец. Инвертируем, сетку удалим. Замаскируем левый край, инвертируем маску, включим Gizmo. Нажмем Pivot, включим привязку к углу поворота 45 градусов и повернем по Y, так чтобы стрелочка шла вдоль крыши.
Выключим пивот и потянем за красную стрелочку. Очистим маску, замаскируем правый край. Инвертируем, включим гизмо, выключим угол поворота, повернем, нажмем пивот и повернем так, чтобы стрелочка шла по крыше. Выключим пивот и потянем за красную стрелочку. Перейдем на вид сбоку, включим гизмо и передвинем эту деталь назад. Скопируем эту полоску, копию пока скроем. Замаскируем левую часть, включим гизмо и потянем вперед за зеленую стрелочку. Очистим маску. Замаскируем крышу, добавим толщину плюс 0,3. Нажимаем экстракт и деталь с маской удалим. Откроем копию, полоску, которую мы скопировали. Замаскируем и добавим толщину плюс 0,5. Нажимаем экстракт, деталь с маской удалим. И добавим массив. У нас автоматически добавилась деталь по X. Уберем ее и добавим вторую деталь по Y. Передвинем. И увеличим количество. Выберем пол, нажмем клон, включим гизмо. И нажмем на зеленую стрелочку, поставим 0,5. Это будет перекрытие между первым и вторым этажом. Выключим гизмо, нажмем на левую синюю точку, поставим 0. Скопируем эту деталь. Копию пока скроем. Нажмем на правую розовую точку, поставим здесь 0,25. Здесь мы видим, что выступает угол, поэтому давайте эту деталь передвинем вниз на величину минус 0,5. Выберем деталь, которую мы копировали. Ее тоже передвинем вниз. Выключим гизмо, нажмем на левую розовую точку. Давайте поставим 0,25. Теперь эти две детали, они состыкованы вместе. И правую деталь нужно уменьшить в длину. Поставим минус 0,25. И сделаем лестницу.
Включим гизмо, нажмем клон и копию переместим вниз на 0,5. Скопируем эту деталь, копию пока скроем. Выдвинем вперед. И за правую розовую точку уменьшим длину. До касания со стеной. Обнулим топологию. Включим гизмо. Нажмем пивот и повернем на 180 градусов по оси Z. Нам нужно, чтобы зеленая стрелочка смотрела вниз. Выключим пивот и добавим кривые. Появилась вторая деталь. Давайте передвинем ее вниз. Отменим действие и сначала выключим Snap, привязку в строке редактирования. Теперь перемещаем вниз. Перейдем на вид сбоку и нижнюю точку передвинем вперед. Нажмем на строчку со ступенькой, включим гизмо и выровняем ступеньку по горизонтали. Передвинем чуть-чуть вверх, чтобы ступенька лежала на полу. И увеличим количество деталей. Так, чтобы ступени были вплотную друг к другу. Много не совпадают. Поэтому давайте выберем строчку со ступенькой, включим гизмо. Давайте нижнюю выберем и потянем за зеленую точку. Теперь ступеньки сейчас вплотную друг к другу. И давайте закроем пустое пространство под лестницей. Выберем деталь, которую мы копировали и скрыли. Если посмотрим на рентгене, то вот она, эта деталь наша. Обнулим топологию. Выключим гизмо. И потянем за нижнюю зеленую точку. До касания с полом. И за правую синюю точку двигаем вперед до совмещения с нижней ступенькой. И здесь у нас получился, что выступает верхний правый угол. Давайте утвердим эту деталь, замаскируем этот угол
Инвертируем. Включим гизмо. И потянем вниз за зеленую стрелочку. Очистим маску. Далее сделаем окно. Выберем левую стену, включим гизмо и добавим цилиндр. Повернем его по Z на 90 градусов. Разрешение поставим 4. И повернем по X на 45 градусов. Добавим отверстие и уменьшим за оранжевый кружок. Уменьшим длину. И давайте включим грид, выключим гизмо и привяжем крайние зеленые точки на расстоянии одной клеточки от стены. Выберем стену, включим wireframe. В топологии разрешение по Y сделаем 0, а по X и Z 2. Утвердим. Замаскируем центральный квадрат, инвертируем маску, включим гизмо и потянем за красный конус. Очистим маску. Возьмем инструмент Hide, нажмем Dot, точка, и скроем вот эти грани. Нажмем Split. Выберем центральную часть, вот эту, и пока скроем. Выберем раму, нажмем клон, включим гизмо и уменьшим за оранжевый кружок. Нажмем Pivot, переместим оси сюда, выключим Pivot и потянем за красную точку. Нажмем клон, копию передвинем вправо. Перейдем в соло, возьмем инструмент Hide, давайте утвердим. С помощью прямоугольника скроем вот эту часть, удалим сетку и на вкладке Минск закроем отверстие. Выйдем из режима соло. Теперь откроем деталь, которую мы скрыли, и сделаем стекло. Передвинем немного вглубь. И теперь включим пивот, переместим оси сюда, пивот выключим и потянем за красную точку. Применим аддитивный материал. Выберем стену, пока ее скроем. Выберем окно, включим гизмо, нажмем клон. Копию передвинем наверх.
откроем стену. Эту деталь центральную удалим. Снова выберем все окошко. Включим гизмо. Уменьшим ширину. Потянем за синюю точку. Повернем на 45 градусов. И расположим на крыше. И теперь нужно выбрать вот эту группу. Нажимаем Join. Возьмем инструмент Trim и прямоугольник. Вырежем. Теперь выбираем крышу. И тоже здесь вырежем часть, которая закрывает оконный проем. И давайте выберем правую стену. Обнулим топологию. Утвердим. Замаскируем верхний левый угол. Инвертируем маску. Включим гизмо. Потянем вверх за зеленую стрелочку. Очистим маску.